Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Сегодня у нас нетипичная для наших выпусков тема. Обычно мы обсуждаем что-то вокруг нас, говорим о психологии, тоже даем какие-то советы и так далее. Но сегодня мы решили выбрать достаточно легкую тему, не депрессивную, не философскую, но тему, которая может быть полезной для изучающих русский язык. Сегодня мы говорим о мультсериале «Смешарики». Да, и нужно объяснить название, но сначала поговорим о жанре. Мультсериал, если говорить очень просто, это сериал, но не с актерами, а с нарисованными персонажами. И обычно мультсериал для детей, но не всегда. В общем, мультсериал «Смешарики» так называется, потому что состоит из двух слов «смешной» и «шар». Просто главные герои все похожи на шарики, но при этом они животные. Да, объяснили так объяснили. Но я думаю, если вы сейчас смотрите нас на Ютубе, на экране вы можете видеть картинку, как они выглядят, и тогда все будет понятно. Если вы нас слушаете в формате подкаста, то тоже приглашаем вас смотреть нас на Ютубе, потому что на Ютубе доступны субтитры. Итак, вернемся к нашему мультфильму. В мультфильме много персонажей, и у каждого персонажа свой характер, свой темперамент. Например, Крош — это голубой кролик. Он активный, веселый, у него такой легкий характер, и он любит приключения. Приключения — это интересные, но иногда опасные события. Да, и у Кроша есть лучший друг — Ёжик. Ёжик такой стеснительный персонаж. Стеснительный, то есть он боится или просто не любит много внимания. Да, но он тоже очень спокойный и добрый. Да, да. Следующее — это Нюша, розовая свинка, и она любит красоту, она любит моду, и она мечтает быть принцессой. И другой розовый персонаж — это Бараш, то есть баран. Он поэт, и он пишет стихи, и, как это часто бывает у поэтов и творческих людей, он такой меланхоличный достаточно, и он любит погрустить. Еще есть персонаж Савунья, а это такая мудрая, можно сказать, мама-сова. И еще есть Пин, это изобретатель-пингвин. Мгм. Изобретатель — это человек, который создает что-то новое, какой-то прибор или механизм. Да, и Каркарыч. Каркарыч — это ворон, и вороны говорят «кар, кар», поэтому его так зовут, Каркарыч. Он артистичный, он умеет петь, танцевать, играть на пианино. Также есть еще интересный персонаж Лосяш от слова лось. И он такой интеллигентный ученый, он много знает, и он часто обучает чему-то новому других персонажей. И еще один интересный герой — это Копатыч, это медведь, который очень любит садоводство, то есть он любит выращивать фрукты, овощи, ягоды. И Копатыч от слова копать, потому что он копается в огороде. Да, Копатыч такой очень-очень простой,
Да, очень приземленный, но добрый. Поэтому в каждом Мгм. коллективе такой человек необходим. Да. Да, да. Ну вот, кстати, Копатыч — это мой любимый персонаж из «Смешариков», потому что как раз он такой простой парень, он заботится о своих вот делах и не интересуется сильно делами других людей. Можно Мгм. так сказать? Да, Ну, можно так да. сказать, да, все понятно. Да. М. Мой любимый персонаж, наверное, Бараш. Но мне кажется, я Бараш. Творческая натура. Творческая натура, которая склонна погрустить где-то в углу. И тоже у меня есть гиперактивная подруга, которая напоминает Кроша, которая всегда говорит: давай, мы сделаем это, мы поедем туда. И я говорю: не знаю, а нужно ли это в этой жизни. Мы все равно умрем. Вау. Ну ладно, ладно, это слишком депрессивно. Тогда я выберу Каркарыча. Ну, Мгм. да, друзья, ну да, его друзья приходят к нему, говорят: научи нас петь. Он говорит: конечно, ребята, давайте. Молодец, Каркарыч. Ну и хотя это детский мультфильм, взрослые его тоже очень любят, потому что там поднимаются важные темы. Это тема дружба, страха, мечты, одиночества. То есть это такие темы, которые мы называем глубокими темами. То есть нельзя просто в двух словах рассказать смысл дружбы, например. Это Мгм. более глубокая тема. И да, об этой теме вам рассказывают какие-то круглые разноцветные животные, но в этом и весь смысл, что вы понимаете больше об этой теме в таким неформальным, казалось бы, способом. Мгм. Да, точно. И можно вспомнить такие серии, как серия про одиночество, серия про интернет-зависимость, серия про смысл жизни. И при этом все сделано с таким юмором, что и дети могут посмотреть, повеселиться, может быть, там ничего не понять, ну, в зависимости от возраста, но при этом и родители могут с ними смотреть, и им будет нравиться. Они не уснут за просмотром. Но, кстати, это очень часто происходит, когда ты в детстве смотрел какой-то мультфильм и не обращал внимания на некоторые фразы, на некоторые диалоги, как, например, Шрек. Как оказалось, Шрек вообще не детский мультик. А когда ты взрослый, ты думаешь: о, вау, я понимаю, о чем это. И этот мультфильм, конечно, тоже будет очень полезным для изучающих русский язык, потому что диалоги и речь персонажей, она понятная. То есть это не так, как люди говорят на улице, конечно. Персонажи мультфильма говорят более четко, скорость тоже небольшая. И так как они обычно посвящают целый выпуск конкретной теме, вы просто можете выбрать тему, которая вам интересна, и у вас будет очень много классной лексики в контексте. Поэтому, думаю, очень хорошая идея посмотреть это нашим слушателям. Мгм. Кроме того, вы можете найти его на «Ютубе», что очень удобно, легко, в доступе почти для любого человека. Ну и если вы еще не готовы смотреть что-то аутентичное на русском языке, то вы можете посмотреть мультсериал «Смешарики» на английском, потому что его перевели на английский язык. По-английски он называется «Кикорики». Смешное название, но передает смысл. Да, согласна. Может быть, я бы не догадалась так перевести, Мгм. да, но окей, окей. Мгм. Да. И имена героев, конечно же, тоже переведены на английский язык. Например, Крош, синий кролик, это Крэш. И, ну, это созвучно Крош Крэш.
И это подчеркивает такой активный, мне кажется, характер этого персонажа. Так, дальше. Ёжик. Ёжик на английском почему-то Чико. Ладно, у меня нет объяснения. Окей. Да, Нюша, розовая свинка, это Роза. Ну, думаю, логично, потому что она розовая, и имя Пеппа уже было занято. Точно. Да, Копатыч, вот медведь-садовод, его перевели как Берри. Я думаю, потому что это похоже на английское bear, то есть тоже сразу есть ассоциация. И Савунья, про которую мы говорили, что она такая мама, мудрая сова, ее зовут Ольга. Вот. Ну, скорее всего, потому что похоже на owl, да, как О. Но еще мне почему-то кажется, что ей очень подходит Ольга. Очень подходит, особенно в Ага. этих очках. Я не знаю, я тоже сначала подумала, что, а потом подумала, погодите-ка, ну да, Ага. почему нет? Да, 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 мне кажется, да. круто. Лосяш, то есть лось, это докко. Наверное, от слова доктор, так как он занимается наукой. Каркарыч в английской версии Карлин. Здесь тоже сохраняется это слово кар, но я не уверена, вороны по-английски тоже говорят кар. Этого я не знаю. Но Тоже не знаю. да, в принципе, похоже на русский вариант. Да, может быть, просто по ассоциации с русским названием. Бараш на английском Wally может быть от слова wool, да, баран, и у него это шерсть, может быть. Я просто хотела добавить, что тоже это имя такое, как, не знаю, есть какие-то ассоциации с чем-то мягким и круглым, нет? Да, да, у меня тоже. Да, я М. согласна, что подходит очень. Ну и последний персонаж это Пин, тот механик, изобретатель, и его перевели как Пин. Просто и понятно. Да, ну потому что пингвин почти на всех языках это Ага. пингвин. И Ага. все. Ну или пингвин, извините. Хорошо. Это было все на сегодня. Мы хотели вам рассказать о существовании такого мультфильма. Тоже хотели вам рассказать о том, что это не просто мультфильм для детей. Основных героев вы уже знаете, поэтому вам будет легче понять, почему герои так себя ведут. Одно единственное замечание, которое я хочу сказать, что я почитала комментарии русскоязычных к английской версии, и они сказали, что на русском чувствуются эти глубокие философские темы, а на английском это ощущается как просто мультфильм для детей. И я не знаю, это связано именно с восприятием языка, то, что для нас на русском более понятно, или действительно перевод может быть не самый точный, да, потому что переводить это тоже очень сложно. Тебе нужно сохранить эту идею, которая была изначально. Поэтому все-таки, если вы захотите посмотреть этот мультфильм, мы, конечно, рекомендуем посмотреть его на русском. Вопрос недели. Как вы считаете, смотреть мультфильмы на изучаемом языке — это полезно? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока.